Главный ресурс Путина, как верховного главнокомандующего, это не техника. Сталин тоже надеялся на танки перед Второй мировой войной и думал, что у него 10 тысяч танков, и он победит. Да, оказалось, что танкисты не умеют водить, а командиров он расстрелял. Люди, таланты, опыт. Рота энергозаграждения и минирования на лыжах, значит, несется по этой лыжне, на груди вот такой чайник с соляркой, и только подливает, значит, во все эти трубы солярку вот на время пуска. Все по-другому теперь. Но ведь это касается не России. Это касается и Соединенных Штатов, и Китая, и Франции, и Англии. Вот та самая база Инджирлик в Турции, которой тактические ядерные бомбы там сложены. На нее же тоже можно напасть. В общем, и это Ближний Восток. Здравствуйте. С вами снова Ширяев и Ширяев. Это канал, на котором я журналист Евгений Ширяев, мой отец, военный обозреватель Валерий Ширяев. Обсуждаем последние события. Здравствуйте, рад вас снова всех видеть. Я вот что думаю. Конечно, главная тема нашего выпуска – это все, что произошло в области тайной войны, диверсионных действий, шпионских, терактов и так далее. Но военные всегда организуют свою жизнь какими-то упорядоченными шагами. И им кажется, что из-за этого они контролируют хаос сражений вокруг себя. То есть, что бы ни происходило вокруг, ты должен стремиться каждый день бриться, стремиться ходить в чистой одежде, и это делает, создает ощущение, что все-таки ты тоже частично управляешь своей судьбой. Поэтому сегодня, что бы ни случилось, памятуя, что для военных порядок на первом месте всегда, в любых обстоятельствах, мы все-таки начинаем не с главной темы, а с положения на фронте. За минувшую неделю, по данным Минобороны, российские военные заняли населенные пункты Новополь, Редкодуб, Гнатовка и Шевченко, первая в Донецкой области, Строевка и Кондрашовка в Харьковской области, а также Водолаги, Андреевка и Алексеевка в Сумской области. Продолжается продвижение, и достаточно быстрое продвижение российской армии в Сумской области. Оно набрало темп после очень длительного периода такого вялого продвижения. То наступление, которое российская армия вела в разрезе с юга на север, между Мирноградом и Торецком, на котором мы 3 недели уже говорили, оно остановлено. Практически уже остановлено. То есть, наконец, с опозданием на месяц командование Вооруженных сил Украины перебросило сюда резервы, достаточные для того, чтобы оккупировать это наступление. Кроме того, произошло и естественное, событие. В армии это называется продвижение исчерпало наступательный порыв. Но это означает, что необходимо пополнение израсходованных боеприпасов, топлива, пополнение парка машин, которые погибли в ходе боев, соответственно, пополнение частей, которые продвигались там во время этого наступления. Каждое наступление имеет свой конец, да? Но одновременно же, как я и сказал, усиливалось продвижение российских войск в Сумской области, и мы видим это в каждодневном режиме практически. По 2 села каждый день, по 2 населенных пункта, что занимают российские войска. И здесь надо такую существенную оговорку сделать. Потому что, поскольку я говорил, что по практике получается так, что российская армия ведет одно наступление в единицу времени, неделю, месяц, на одном участке фронта. И имеющиеся резервы и возможности не позволяют развивать 2. Мы впервые сейчас видим, что, по идее, это 2 наступления одновременно начались на Мирноградско-Торецком разрезе и Сумской области. И у меня возникла гипотеза, что мы имеем дело с качелями. Но это качели, это перевод с немецкого языка. Я не знаю, как на русском, есть ли такой термин российской военной традиции в оперативном искусстве, когда командование
меняет темп и усилия, темп наступления и усилий на разных участках, смотрит, наблюдает за действием противника, смотрит, как он перебрасывает резервы с одного участка на другой, и таким образом регулирует его усилия. И расшатывает таким Да, но образом. слово «регулирует» я, наверное, неправильно сказал. Пытается регулировать. То есть в любом сражении все, что ты придумал, все, что ты пытаешься реализовать, встречает контрдействие противника, замысел. Поэтому, конечно, российское командование действует на двух участках вот так, но совсем не факт, что украинское командование поступит так, как оно от них ожидает. И тем не менее, пока мы видим, вот, что действительно нехватка, видимо, резервов на два участка сразу купировать наступление украинской армии. И впервые я констатирую, что вот действительно это связанная операция в оперативном искусстве, когда вот таким вот способом командование российской армии наблюдает за возможностями к организации сопротивления украинского противника. Мы видели выступление Медведева. Дмитрий Медведев, ему по функционалу вменено заниматься пополнением армии, значит, призывом, мобилизацией и набором на контракт. Где он объявил очередной раз цифры, да, сколько пришло на контракт. И там сумма-то, не сумма, а цифра-то в месяц та же самая. Ну, примерно там 35, может, чуть больше тысяч человек в месяц получается. Это ты посчитал из этой суммы в 175 тысяч, которую объявил Медведев. Потому да, что разделил ее, да, просто разделил ее на 5 месяцев. Да. Но при этом, при всем, многие обозреватели ровно так же посчитали, я не один такой. А российская армия, резервы ее не увеличиваются. То есть это ровно та же цифра, как и в прошлом году, может быть, чуть больше, но не настолько больше, чтобы прям вот ожидать резкого усиления армии и увеличения резервов. Нет. А откуда тогда вот эта новая ситуация на фронте-то? Единственное предположение – украинская армия похудела, украинская армия уменьшилась, у нее стало меньше возможностей к сопротивлению. Российская армия, то есть, не стоит на месте в численности, а украинская армия уменьшается. Вот другого объяснения у меня нет. Вообще есть два способа организации численного преимущества над противником во время наступления. Первый. Тебе нужно сосредоточить там войск 1 к 4, 1 к 5. То есть преимущество создать, да, в 5 раз больше, чем у противника. Ну что, ты используешь железные дороги, там, используешь асфальтовые дороги, шоссе, подвозишь личный состав, технику и создаешь, вот у тебя в 5 раз больше стало. Есть другой способ. Ты с помощью блокирования логистики противника, обстрелов ключевых тех самых трасс подвоза и просто уничтожением его техники и личного состава сокращаешь его количество. Твое количество то же самое осталось. У противника меньше стало войск, и у тебя создается возможность для перехода в наступление. Такие случаи были и в Великую Отечественную войну в том числе. Поэтому здесь вот я предполагаю, что тут как раз мы имеем дело со вторым случаем. Общее истощение мобилизационных возможностей украинского государства и уменьшение возможностей военного потенциала вооруженных сил Украины. По крайней мере, это гипотеза, ее надо проверять. Мы посмотрим, через 2-3 месяца это будет понятно, совершенно очевидно. Сейчас это первый только такой звоночек. Все, не больше. В ночь с 31 мая на 1 июня в России произошло несколько взрывов на железнодорожных путях, в результате которых пострадали и погибли люди. Первый произошел в Брянской области, когда был взорван автомобильный мост, расположенный над железной дорогой. В результате сошел с рельс приезжавший ниже поезд. Пострадали 122 человека, из них 7 погибли. Второй взрыв в Брянской области был произведен под железнодорожным полотном, когда там ехал диагностический комплекс РЖД.
Третий взрыв устроили уже в Курской области на железнодорожном мосту. В результате схода с рельсов состава пострадали машинист поезда и 2 помощника. Четвертый взрыв произошел утром в четверг в Воронежской области на железнодорожном полотне. В результате, к счастью, никто не пострадал. Эти взрывы – это то, на что наши власти, само собой, отреагировали сильнее всего, потому что пострадало большое количество людей. И украинские власти ответственность за это не брали. На себя, да, не взяли. Традиционно. Вот когда вот о таких вещах есть, не так часто они берут на себя ответственность. Ну, берут тоже. Вообще, подрывов мостов диверсионных в ходе вот этого вооруженного конфликта очень много. Опыт подрыва мостов у ведомства Буданова, Главного управления разведки, довольно большой. Во время вот этого конфликта мостов взорвано очень много, на самом деле. Вот, и нередко они берут на себя ответственность за это. По почерку, тому, как эти мосты подорваны, да, понятно, что их планировали одновременно, планировали. Это связанные действия, скоординированные. Они спланированы именно с учетом большой инерции составов железнодорожных, которые движутся. То есть использование энергии состава во время теракта – это, ну, как бы такой, ну, не трюк, да, а опыт для этого нужен соответствующий. Понятно, что тот, кто нажимал кнопку «взорвать, не взорвать», он мог пропустить совершенно спокойно гражданский поезд, его не пропустили. Вот. В результате погибли люди. И вот диверсия, поскольку все железные дороги используются в том числе и для подвоза военных грузов, украинское командование считает это объектом двойного назначения, то есть законным объектом для диверсии. Вот диверсия, в которую уже включен гражданский состав и гибель гражданских людей, ну, автоматом уже переквалифицируется в террористический акт. Вот, это уже не диверсия. Поэтому так и было сделано. Здесь надо сказать, что сам Буданов, ну, по своему характеру неоднократно давал интервью, видно его интонации, видно его внутренние побуждения. Ну, я его квалифицирую как человека чрезвычайно самолюбивого, и который внимательно следит за своим имиджем, за своим положением в политическом, так сказать, пантеоне, да, украинском. Его включает вопрос общественного мнения украинские. В этих опросах он неизменно стоит рядом с Зеленским и рядом с Залужным. У него есть свой политический рейтинг, в отличие от Малюка. Вот, главы СБУ. Главы СБУ, который, ну, солдат и солдат, понимаешь? А это еще и политика. Все. Вопрос. Почему ты так уверен, что атаки на железнодорожных путях были организованы ГУРом, а не СБУ? Ведь эти взрывы могли быть произведены также точно внедренными давно агентами. Но это все связано конечно, поскольку никто не взял на себя ответственность, необходимо исходить из обстоятельств. Это все связано, во-первых, с почерком, который ну, прямо однозначно указывает на то, что вот аналогичным образом действовал именно ГУР в прошлом. Во-вторых, конечно, по функционалу. То есть военная разведка в оперативной глубине до 100-150 километров от границы там, или от линии фронта, действия разведывательно-диверсионных групп – это именно вот военная разведка. Все. Они тоже могут действовать с использованием агентурного аппарата. Могут. Но у них свои задачи. Поэтому обрыв логистики на подъезде к фронту, прекращение вот железнодорожного сообщения, мосты и так далее – это в первую очередь задача военной разведки. Да, пристального внимания именно военной разведки. Она должна облегчить положение своих войск перед лицом противника, у которого, предположим, прекратится подвоз боеприпасов там, или там, топлива. Да? Все, поэтому, ну, так же, как и вся диверсионная работа в Великой Отечественной войне шла, да, она работала на нужды фронта.
а не на нужды вообще глобальной там, стратегической разведки государства. А СБУ Малюка, да, это организация, которая по функционалу должна здесь совсем уж в глубоком тылу и осуществлять свои главные функции. Это все-таки разведка. Главные функции и у Буданова, и у Малюка – это донесение наверх первоочередной информации, самой главной, которую он должен знать о российской армии, о российских возможностях, так сказать, там, экономики, стратегических каких-то обстоятельств, которые скрыты от внешнего наблюдателя. Вот это все. Это линия разделения между ними. Вот. И поэтому, конечно, акты, которые устраивает СБУ, они реже, они более продуманные, дольше готовятся. Ну, об этом мы еще поговорим сегодня, да. Да. Поэтому в череде событий этой недели существует как бы два исполнителя. Ну, для меня, лично для меня, это Буданов и Малюк, которые действовали одновременно, и я подозреваю, что это уже скоординированный план, вот их одновременные действия. Я придерживаюсь мнения, что... Это не конкуренция ведомств. Да, я придерживаюсь все-таки мнения, что подрыв мостов был направлен на то, чтобы контрразведка, военная контрразведка ДВКР, значит, России на время хотя бы отвлеклось на вот эту вот непосредственную прям задачу прямо сейчас, начала рассылать депеши, значит, на места, что срочно проверить подвижной состав, проверить железнодорожное полотно, пройти там, посмотреть агентуру, опросить, значит, не было ли чего подозрительного, да, потому что есть опасения, что эти диверсионные акты на железной дороге продолжатся. Они и продолжились, как мы знаем. И таким образом частично уводится внимание командования, руководства спецслужб российских военных от готовящегося другого акта, который, диверсионного, да, который следует с современным зазором. То есть это, по сути, отвлекающий маневр. Есть у меня и другое предположение, что, может быть, Буданов, будучи очень ревнивым человеком, а я считаю его таким, решил упредить Малюка и на полсуток раньше организовать вот свою серию террористических актов с тем, чтобы попасть в паблик, попасть в вопросы и обратить на себя внимание. Такое возможно, такое тоже возможно, в принципе. Еще одна крупная атака – это атака на Крымский мост. Атака или одна, или две ли было атаки, потому что Крымский мост, как сообщалось, перекрывали 2 раза. В среду Дмитрий Песков подтвердил, что атака на Крымский мост была совершена, не уточнив, 1 или 2, но что произошло? В 2 захода украинские специальные службы пытались нанести ущерб Крымскому мосту. Первая это была атака подводной части Крымского моста. Мы видели все это обошедшее всех видео этого взрыва. Украинские власти сообщили, что было использовано 1100 килограмм какого-то взрывного вещества. Да, и туда его доставили подводные пловцы. Угу. Это оперативная зашифровка. Конечно, то, что, значит, боевые пловцы туда их доставили, и вот была тонна с лишним взрывчатки, где-то доставлена к опоре моста. Это классика, потому что ты объявляешь официально то, что не соответствует действительности, для того, чтобы противник не понимал, как ты действовал. Но само видео взрыва обошло всю страну, все его видели, без сомнения. И совершенно очевидно, что по мощности взрыва это примерно 40-50 килограмм морской смеси, не больше. Просто сама мощность взрыва, она проистекает из самого видео. Совершенно очевидно, что это никакая не тонна. Это понятно всем. Но и более того, тем не менее, тем, кто видел, что такое взрыв, да, на воде. Более того, взрыв произошел не у опоры моста, а у ограждения опоры.
То есть там, где ее специально и поставили для того, чтобы избежать таких случаев. Это наиболее защищенная часть. И теперь поговорим о том, что такое морские пловцы. Да, ну, со времен, когда в Крыму действовали боевые пловцы князя Боргезе, итальянцы, самые знаменитые, и до сих пор на итальянском флоте сосредоточены самые опытные, пожалуй, в странах НАТО боевые пловцы. С тех пор об этом известно довольно-таки много. Даже фильмы снимались. Ну да, они с такими вот турбинами этими плывут под водой. Да, и мы понимаем, что проплыть большое расстояние человек не может. Ну, он же не сам плывет, он на этой турбине плывет. Да, но сколько она его тянет. Да, и сколько у нее хватит у этой... Или, может, он сам плывет, я просто не очень понимаю. Нет, вот, конечно, для передвижения на дальней дистанции используют специальные приборы. Законы движения в этой среде, они все равно вынуждают организм тратить силы. Человек все равно устает, он не может долго двигаться. Давление подводное. Да, тоже. там все понятно. У него ограничен запас кислорода в баллонах и так далее. Вот, поэтому его надо туда доставить недалеко от места диверсии. Значит, действовать на катере опасно. Слишком велика вероятность обнаружения. Для этого флоты всего мира, и итальянцы, и англичане, и российский флот используют подводные лодки-малютки. То есть небольшие совсем подводные лодки, значит, мы их покажем нашим зрителям, конечно, которые, даже одна из них, там вошла в замечательный фильм «Особенности национальной рыбалки», если я не ошибаюсь. Там моряки-подводники тоже участвовали в этой комедии. Или на настоящей дизельной подводной лодке туда их подвозят, или вот лучше на такой небольшой специализированном судне. Дальше они выходят через специальные выходы, торпедные аппараты, там по-всякому, но тем не менее, как я уже сказал, их возможности ограничены. И они должны тонну завести. Тонну, значит, это очень непростая задача, более того, на месте прикрепить ее к основам моста, к сваям моста и так далее, зафиксировать. Все это в условиях постоянного наблюдения. Риск велик, слишком велик. Возможно ли это? Теоретически возможно. Но тогда почему такой маленький взрыв, такая небольшая мощность? Вот лучше всего дело объясняет просто использование дистанционно управляемого, необитаемого аппарата подводного. В общем, главный его, так сказать, прототип – это торпеда. А здесь есть аппарат украинский, который показывали на разных выставках, про него видео всякие, есть «Маричка» называется, и разные вот такого же типа аппараты, которые там другие конкурирующие команды создают, украинские, они неоднократно, их предъявляли в YouTube. Вот что-то в таком духе с небольшой боевой частью было использовано. Она уткнулась просто в ограждение, произошел взрыв, вот все. На этом закончилось. То есть достаточно скромное событие, оно и медийно получилось негромким. Почему оно вообще получилось медийным, я тебе скажу. Потому что каким-то образом спецслужбы Украины получили доступ к камерам слежения к Крымскому мосту. Это объекты секретные, в них не должен иметь доступ каждый там кому ни попадя. Это не камеры там МВД обычные какие-то. Конечно, это не на дороге тебе, понимаешь, там ГАИ. А тем не менее украинцы получили доступ, засняли и показали. И это прямой вопрос российской контрразведки. Как это она так допустила, чтобы, так сказать, камеры. Вот это вот прямо скажем... Ну и вообще в целом, просто поскольку целая серия атак была, естественно, и это тоже попало... Это правда. Вот, поскольку все это в едином плане, в завязанном. Ну и после того, как движение по мостному столбу запустили, на него вышли, значит, безэкипажные катера украинские, с целью нанести ему ущерб, фугасного типа. Значит, один из них был поражен барражирующим боеприпасом «Ланцет» российским, и все. На этом, значит,
вот это противоборство вокруг моста закончилось, в общем-то. И получилось видео взрыва, а ему ответили видео поражения ланцетом, вот видео на видео, так скажем. Но это свидетельствует о том, что, конечно, мост крымский защищается достаточно профессиональными, значит, расчетами ланцетов. Ланцет не дешевое совсем изделие, это не просто FPV-дрон, то есть туда собраны, конечно, лучшие силы. И вот по классике, конечно, боновые заграждения применяются для препятствия захода в какую-то бухту или там в порт посторонних. И надо их ставить там в 2 ряда, чтобы не перепрыгнули через поплавки. Вот вокруг Крымского моста все серьезнее, там даже эти самые баржи тросами связаны друг с другом. То есть все как бы действительно после того прокола страшного, который допустили вот со взрывом Крымского моста, все больше после этого с подрывом снизу. Вот, все-таки какие-то меры приняты были. Вот так закончилась эта морская часть этой операции. Операция «Паутина». Украинские спецслужбы утверждают, что уничтожено 40 стратегических бомбардировщиков. СМИ сообщают, там, то 11-12 может быть уничтоженных бомбардировщиков или выведенных из строя. А тут не стоит слушать пока там официальные источники, которые докладывают тоже такие быстрые результаты анализа, все остальное. Лучше первоисточником иметь пока что спутниковые снимки, на которые можно ориентироваться. И при рассмотрении этих снимков и украинские, в общем-то, и практически все российские и западные эксперты пришли к одному выводу. Приблизительно 12, может быть 13 самолетов стратегической авиации или дальней авиации России выведены, либо погибли, либо выведены из строя таким образом, что дешевле их списать, чем пытаться их восстановить. Вот. И какая-то часть еще пострадали, но они подлежат ремонту. Но это, конечно, не 41 самолет, про который Зеленский заявил сразу. То есть он в 4 раза умножил, это нормально для него. Ничего, это вот любой, наверное, на его месте бы и в 5 раз умножил. Вот. Но как оценить само событие? Вот это как раз и есть главное событие в мировом масштабе, а не в масштабе вот этого вот конфликта. Это по своему воздействию похоже на то, как вот человек идет там, солнечным днем в хорошем настроении по улице, ему навстречу идет незнакомый человек и резко наносит ему удар в переносицу. Вот резко бьет в состоянии гройки. Вот приблизительно что-то похожее произошло вот в этот раз с вооруженными силами России, потому что это было неожиданно, это было мощно, а результаты обескураживающие. Потерять более 10 самолетов стратегической авиации – это результат. Это результат. И как диверсионная операция, конечно же, она войдет в учебники всех соответствующих там, по профилю заведений во всем мире. Это точно. Потому что, когда мы видим эти видео, которые опубликовали сразу, мы понимаем, что само событие готовилось и как медийное одновременно. То есть, готовились к выкладке эти видео, заранее сделанные фотографии сделаны при изготовлении. Я сейчас вот их подробностей не рассказываю, как все это готовилось. Я исхожу из предположения, что наши зрители уже все это видели, да? Как в Уральском городе большом, значит, сняли склад, там делали эти бытовки. Также точно операция «Поток», где российские солдаты прошли по газовой трубе. Так что точно так же записывалось на видео и готовилось как такое. Да, совершенно точно. Вот. И фотографии сделанные, Малюк стоит над столом, на котором разложены фотографии самолетов и так далее. Это все очевидно. Тем не менее, военный смысл совершенно очевиден. И тут уж ничего не скажешь. И когда мы разглядываем вот эти видео, понятно, что они
были получены с помощью камер, установленных на этих же вот дронах. И есть только один способ доставки этой информации – мобильная связь. Ничего другого абсолютно, так сказать, здесь не придумаешь, потому что на территории России Starlink не работает, но и более того, ни одна система спутниковой связи не может быть установлена вот эти маленькие квадрокоптеры, которые еле-еле выдерживают собственные аккумуляторы и заряд взрывчатого вещества. Вот. И все водители, которые стояли и смотрели, как вылетают эти дроны, да, они звонили по телефонам, то есть связь-то была. Но и здесь мы видим сразу набор. Вот это зона ответственности всех, кто отвечает за безопасность на этих аэродромах базирования стратегической авиации или там дальней авиации России. Мы видим, что нет никаких признаков воздействия приборов радиоэлектронной борьбы. В первую очередь, чем они должны были быть оборудованы, это возможностью глушения сигналов на всех частотах, всех возможных сигналов. Второе. Мы показывали, делали выпуск, у нас был сюжет о том, как дорогу, где-то, по-моему, под Покровском, оборудовали сетками. Прямо вот дорога была вся в сетках. От дронов именно такого размера и именно такого типа, которые использовались в этой диверсии. То есть потом эти дороги и на Украине, и у ВСУ, и в российских войсках вообще стали обыденностью, стали их оборудовать, да. И мы видим фотографии, даже видео, как дрон застрял в сетке и в ней болтается, да. То есть срабатывает. Значит, организация сеток просто на столбах, на подпорках, там, да, как раньше белье сушили во дворах. Вот это все не требует таких экстраординарных усилий, как возведение огромных бетонных конструкций, там, так далее. Хотя бы железных ангаров каких-то. Железных ангаров для того, чтобы хотя бы минимизировать, не исключить, но минимизировать значит, удар дрона, ну хотя бы ты его останови на сетке, да, вот это все не было. Я выезжаю, из дома еду в Москву и переписываюсь в телефоне через интернет мобильный. Я проезжаю Черноголовку, и интернет исчезает в этот день. То ли 2, то ли 3 дрона украинских дальнего действия пролетали мимо аэродромов. Отключен мобильный интернет от Черноголовки и до Московской кольцевой автодороги. За километр до МКАДа только появляется. Значит, десятки километров, огромные зоны. Ну да, там жилось всегда уже после Черноголовки. Просто без мобильного телефона. Но людям это не такой ущерб, потому что у подавляющего числа граждан мобильный телефон кабельный, мобильный телефон, в смысле вообще интернет кабельный, и есть свой Wi-Fi и так далее. Ну, в городах, да. В любом селе сейчас уже, под Москвой, в любом селе. Ну, близко к Москве, да. Например, в иных регионах там Жень, у людей мобильный интернет. Все, что от Черноголовки. Вот, роутеры там, специальные просто это с симками. Это да. Но, тем не менее, да, мы видим, что вот незначительная угроза там, аэропортам гражданским, и сразу, никого не спрашивая, отключает мобильную связь. Да. Потому что они знают, что на конечном этапе траектории, когда уже вот этот дрон выходит на финиш, он управляется зачастую просто по видео у оператора через сим-карту мобильной связи. Этого ничего сделано не было. Мы видели, что мобильная связь работала так же точно. Значит, вот 3 ключевых момента. Дальше. Вот эти покрышки знаменитые, да, о чем мы все говорим. Смысл их как объясняют? Ну, такой. Если спутники составляют, или там высотные разведчики автоматически составляют карты местности, они же составляют карты объектов, которые подлежат атаке. Туда входят и корабли, и самолеты большие. Вот. И эти самолеты имеют определенный профиль. И беспилотник видит профиль самолета, сличает его с тем профилем, который заложен у него в память. Ну, да. Они совпадают, он понимает, что это цель, и атакует. Если ты создашь на самолете некие
вещи, которые, ну, некоторые паттерны, которые отличают его от заложенного в память, они не совпадут. Он не определит это как цель. Но это же не так. Таков замысел. Подожди секундочку. Таково объяснение и таков замысел. То есть, если ты... Покрышки лежат на самих крыльях, там, Да, на теле да. самолета, но края самолетов, которые как раз позволяют определить Но если, самолет, ты, но если ты начинаешь каждый раз перекладывать эти покрышки в разных узорах, да, по-разному делать это, то предполагается... Профиль самолета виден все равно всегда, потому что покрышку нельзя положить на край. Это сейчас твои рассуждения. Вот ты на ходу вот так вот рассуждаешь. Да, я с тобой ведь не спорю, обрати внимание. Да. Это объяснение. Вот так обманывается, значит, искусственный интеллект. Я просто читал, что речь о том, что таким образом минимизируется сам урон самолета, потому что дрон врежется... Это внесение искажений в создание карт профиля. И эти покрышки действительно можно по-разному располагать, и каждый раз это будет другой объект. Я, когда служил, да, вот войска стратегического назначения, Западная Белоруссия, зима, 1977 год, ракета 8К-63, огромная, она при выезде в запасной район, вот, не со своей стартплощадки, а с другого, там, где уже оборудовано, все, можно там 60-100 километров от места, предположим, да, можно ее запустить, она такая мобильная. Она должна быть теплая, то есть она не может быть, температура окружающей среды минус 20 градусов, а ударили морозы страшные тогда, в это время. И... Значит, пролетает спутник, а она укрыта специальной попоной, которая удерживает в ней тепло, потому что подогревается еще. И пролетает спутник каждые 40 с лишним там, минут, американский, по-моему, Феррет назывался, в том числе и инфракрасный датчик. Такой не очень совершенный того времени, еще 70-х годов, но тем не менее он фиксирует эту теплую кол этот теплый, который он видит на том самом. Каково противоборство? Делается огромная лыжня вокруг там, километров. Да? На определенных участках ставится труба на козлы. Просто обыкновенная водопроводная труба. Понятно, раскаляется. Которая в нее приварена воронка. И воронку по ветру, оставить, чтобы ветер задувал, то заливать солярку. Поджигают, и эти трубы все по периметру раскаляются, и вот рота энергозаграждения и минирования на лыжах, значит, несется по этой лыжне, на груди вот такой чайник с соляркой, и только подливает, значит, во все эти трубы солярку вот на время пуска. И у спутника размывается пятно такое. Я не знаю, на самом деле, действовала ли эта система, но все были свято убеждены, что это противодействие, что, так сказать, может быть, правда, спутник слеп, черт его знает. Но вот так вот такую рекомендацию выдали ученые, да, конструкторы. И она была реализована вот таким вот способом. То, что рекомендацию расставлять покрышки и менять паттерн для искусственного интеллекта придумали не военные, это я тебе точно говорю. Это рекомендация какого-то там человека, который, так сказать, работает ли она на искусственный интеллект, мешает ли она ему при составлении... При сверении. При сверении, да. И этого не могу тебе сказать. Но понятно, что каждый раз, перекладывая покрышки, ты создаешь новый объект для него. Это понятно. Но он может быть и обладает способом, возможностью игнорировать эти все передвижения. Просто игнорировать, да. Здесь-то ситуация еще проще. Мы же видим, и потом это подтвердил сам Зеленский, что 117 аппаратов взлетело, каждый из которых управлял просто оператор FPV-дроны. Он ими управлял, ему пофигу, покрышки так лежат или покрышки вот так лежат, ему все равно самолет, все, он его атакует. Вот и все. Не выключен мобильный интернет, ему эти покрышки все... Над этими покрышками смеются все на самом деле. Это от безысходности, от того, что нет плана, трезвого плана противостояния противнику. Значит, мы знаем, что Сергей Шойгу объявил о программе строительства 300
укрытий для самолетов. Построены они не были. Но и понятно, что с 2021 года, когда он это пообещал, времени было более чем достаточно. Добрый день, уважаемые коллеги. Начнем заседание с рассмотрения вопроса строительства укрытий для авиационной техники. В соответствии с планом развития аэродромной сети предусмотрено возвести более 300 укрытий. Это позволит обеспечить базирование перспективных авиационных комплексов, в том числе самолетов пятого поколения. Создание укрытий синхронизировано с поставками летательных аппаратов в войска. Сооружение обеспечит маскировку авиационной техники от спутникового наблюдения, ее защищенность от климатических факторов и огневого воздействия, улучшит условия работы инженерно-технического состава. Подчеркну, что работы ведутся не только организациями военно-строительного комплекса, но и инженерно-аэродромный батальон. Все сокращает сроки и стоимость строительства. В марте 2023 года в Белоруссии возле аэродрома Мачулище, где стояли российские самолеты дальнего радиолокационного обзора А-50, подошел к аэродрому завербованный из местных белорусских граждан агент, украинскими спецслужбами, и запустил дрон FPV. Направил ее на самолет, ударил, нанес ему ущерб. Насколько я понимаю, он не нанес такой ущерб, что самолет вообще вывести из строя. Самолет потом восстановили. Но факт остается фактом. Можно подойти просто к забору, а на некоторых аэродромах, которые сейчас атаковали, 5 аэродромов, даже заборов нет. А потом, как украинские власти сказали, что 1,5 года. Вот они 1,5 года его готовили, они поняли, что это можно сделать, что это абсолютно реальный такой ход. Начали готовиться, готовили, вот у них все получилось. То есть, на самом деле, что такое упреждающее планирование? Собирается группа штабных офицеров, аналитиков, и ты им говоришь: так, придумайте мне все способы, которыми меня можно атаковать, нанести максимальный ущерб вот на таком участке. Стратегическая авиация. Но наши люди вообще-то фантазеры. И иногда такие закидоны просто тебе рассказывают, такие сценарии придумывают, что просто сидишь и диву даешься. Но хорошо, бог с ним, как говорится, все равно из всего этого массы сценариев, которые они накидывают, потом ты выбираешь самые простые, надежные, самые быстрые и те, которые по совокупности этих качеств являются наиболее вероятными. То есть ты определяешь наиболее вероятные способы нападения, заставляешь все это в план и начинаешь вырабатывать меры противодействия. Что тебе нужно? Забор, значит, деньги нужны на забор. Нужны какое-то ПВО, давай деньги, значит, на ПВО. Вот нужны какие-то группы для защиты самой. Укрытие для самолетов, значит, укрытие надо делать. Вот таким вот образом это делается. Все, что произошло с Черноморским флотом за период с лета 22 года, полностью свидетельствует о том, что упреждающего планирования не было. Как развивалась эта история с безэкипажными кораблями украинскими. И все время командование и воздушных сил, стратегической авиации и Черноморского флота демонстрировало реактивные действия. То есть украинские войска что-то предпринимают, или там спецслужбы, в ответ российское командование начинает думать и вводить какие-то меры противодействия. Потом опять они что-то новое, значит, и так далее. В свое время Путин говорил, что самое главное действовать на упреждение, заранее все продумать и так далее. Мы видим абсолютно точно, что здесь не было действий на упреждение. Если в 2023 году состоялось совещание, на котором рассматривался этот сценарий, то почему же в 2025 году он осуществился так легко? Значит, просто подумали и решили, что, видимо, маловероятно. Мачуличи прошли, они, видимо, эту практику не взяли на вооружение, и все. На этом закончились. То есть, тут мы переходим к очень важному моменту. Главный ресурс Путина, как верховного главнокомандующего, это не техника,
Сталин тоже надеялся на танки перед Второй мировой войной и думал, что у него 10 тысяч танков, и он победит. Да, оказалось, что танкисты не умеют водить, а командиров он расстрелял. Люди, таланты, опыт, те, кто будут это все планировать и так далее. То есть кадровая работа. И если мы видим, что Зеленский постоянно ротирует людей, ищет новых, у него нет ни атомной бомбы, ни таких производств промышленных где-нибудь в Сибири, ничего у него нет. Он хватается за то, что у него под рукой люди. И у него получается, потому что совершенно очевидно, что командование в среднем всех родов войск, всех там, специальных организаций и так далее в России старше на 30 лет, чем украинские. А возраст – это возраст адаптации. 70-летний начальник специальной службы не может адаптироваться к тем изменениям в программном обеспечении приборов и так далее, которые он не может вообще воспринять. Катастрофическая ситуация с преподаванием складывается, если преподаватели не хотят осваивать даже смартфоны. Они кнопочными телефонами пользуются. У них в голове просто учебники там, 50-летней давности. Возраст чрезвычайно и личная активность. Чрезвычайно важный момент. Ясно совершенно, что те генералы, которые начинали в 1941 году войну у нас, закончили совершенно другие генералы, которых выдвинула война, которые в кадровой ротации победили. Конкурентная среда. Генералы тоже находятся в конкурентной среде, их оценивать и так далее, выдвигать. Вот этого ничего нет. Этот главный ресурс не задействован. Он важнее всех вообще, так сказать, там, машин, спутников и всего остального. Ну, вот я думаю так. Все-таки, несмотря на все эти атаки, совершенные прямо накануне переговоров в Стамбуле, переговоры все-таки состоялись. Значит, переговоры состоялись, хотя, в общем, Путину Зеленский устроил вот такой прям, скажем, фон для этих переговоров. Особой такого раньше не было. Да? Ну, помимо всех этих террористических, диверсионных актов, надо обязательно сказать, что главное, это все для меня, по крайней мере, это главное военное событие даже не недели, а вообще последнего времени. Абсолютно, что мир вступил в другую эпоху. Это вот эта атака на часть российской ядерной тригады. Путин категорически не хотел вообще высказываться по этому поводу, как я понимаю. Потом вынужден был, потому что, значит, международный резонанс был просто фантастический. Да? И, в общем, каждая сторона, да, он, тем не менее, поехал послал делегацию на эти переговоры, они свою позицию не изменили, все было то же самое. Значит, украинцы за 2 суток до того, как передали свой меморандум полностью в прессу, значит, не было никаких сомнений, что и российский меморандум они в прессу точно так же передадут, поэтому для меня, вот я говорю только о своем мнении, это, конечно, еще пока не переговоры, это публичный обмен документами. Вот. Они, украинцы, настаивали на том, чтобы Путин им заранее, там, или Мединский, прислал российский меморандум. А российская, значит, делегация отказывалась категорически. Это не в дипломатической традиции. Это совсем не в дипломатической традиции. Не помню вообще случаев, чтобы заранее документы присылались для публикации, да, по требованию контрагента. Но, пожалуйста, можем сравнить. Прямо сейчас одновременно, параллельно идет процесс переговоров, тоже при участии посредника, кстати говоря, Омана, между Соединенными Штатами и Ираном по иранской ядерной программе, там, снятие санкций и так далее, прекращение обогащения урана. Вот ты что-нибудь слышал об утечках вообще с этих? Нет. Их и нет. Они идут по классической схеме переговоров. То есть это закрытые переговоры, где все подвижки, уступки, взаимные какие-то предложения, там, хлопанье по столу, хлопанье дверью, публичный ход, все это остается между сторонами. Такой режим позволяет вернуться на исходную точку. Такой режим переговоров позволяет избежать публичного давления оппозиционных политиков. Когда ты, например, вот,
делаешь какую-то уступку, чтобы противник делал уступку. Тебе твои же политики оппозиционные в твоей стране просто, так сказать, шапку на голову натянут тут же. Не только политики, а вообще, наверное, общество, Общество и медиа. так далее. Ты не сможешь вести дальше переговоры. Украинская сторона намеренно ставит себя в эти условия. Она идет не переговоры, она идет публичное обсуждение предложений. Это самый настоящий пиар. И тут в будущем, может быть, этот процесс наладится. Но самое главное, что он возник. Я категорически сторонник вообще продолжения переговоров, хотя бы ради гуманитарной составляющей. Мы видим о этих тысячных обменах, а обмен тел. Но сколько семей погибших хотело бы упокоить своих там, мужей, братьев, сыновей по нормальной процедуре, по-человечески, иметь могилу, куда можно приехать и так далее. Все. Завязался разговор о возврате детей, которых украинская сторона считает там похищенными и так далее. Разные они слова говорят на эту тему. И сразу вырисовывается масштаб этой проблемы истинный, который реализовался в списке 339 человек, а вовсе не 20 тысяч. Да? Это все вот в пользу Мединского. Вот. И сразу же появилась возможность приступить к обсуждению проблем на уровне экспертов. А там очень большие затыки, Жень, вот в этой проблеме, так сказать, возврата детей, ну, вообще все, что касается детей. Да? Там очень много нюансов, есть что обсуждать. Потом возникает проблема Черноморского флота, свободного судоходства, внешней торговли для Украины, возвращение к той самой зерновой сделке, но на новых уже условиях. Можно, в конце концов, договориться до того, чтобы отказаться от обстрелов Крыма взамен на свободную торговлю, понимаешь? Много чего можно сделать. Имеется очень большие перспективы, потенция у этого процесса есть. Тем более, что мы видим, что все документы к этому раунду были подготовлены в Киеве, в Москве специальными командами. Аппарат создан для переговоров уже. Чрезвычайно поучительная история для нашего команды, для всей системы военного управления. Американцы, как мы теперь знаем, вот по опубликованным Wall Street Journal материалам, уже не вчера и не сегодня, а значительно ранее, значит, очень существенные части вооружения, зенитного вооружения, значит, ракет зенитных, с поставок Украине, которые даже это недорогие, эффективные меры борьбы против дронов, именно против дронов. И вдруг решили Украине ничего не давать, а отправить в части передового базирования. Это в первую очередь, Жень, американские базы за рубежом. На Ближний Восток. Да. А теперь поговорим. Помнишь, мы говорили только что о вот этих совещаниях, о том, что такое упреждающее планирование и так далее. Без всякой подсказки американские военные поняли угрозу, которая перед ними стоит. А у них задача номер один какая? Соединенные Штаты, всех военная доктрина опирается на 950 и даже больше военных баз США за рубежом. И очень большая этих военных баз, часть, находится в зонах военных конфликтов. Там даже, где американцы являются прямо врагами, непосредственно, Ближний Восток в первую очередь приходит. И это здесь российские просторы такие же немеренные, там тысячи километров и никого нет. Сибирь, а там-то, где Сентком стоит, вся его база авиационная. Вот здесь базар, ты видел вчера Восточный базар? Просто рынок. Ну, не просто рынок, у него свой дух очарования, он такой шумный, и там можно творить чего угодно на самом деле. Идеальное место для маскировки, да? Вот базар, а вот через 5 километров изгородь военной базы, а там бомбардировщики стоят. С этого базара вылетят беспилотники, через 5 минут они будут над бомбардировщиками, никто мяу сказать не успеет. Вот опасность реальная, и американцы сразу поняли. Вот это их ответ, настоящий ответ. Украине ничего, все для нас, потому что мы в опасности оказались. Они уже поняли, что означает вот, вероятность атаки на стратегическую авиацию и вообще на любые уязвимые, технически сложные вооружения Дронами. Теперь, что касается самого масштаба.
правильно наши зрители, подписчики не раз мне указывали, что вот, ну ведь не первая атака, уже была атака и на базу в Энгельсе и так далее. Да, нет. Но скоординированная одновременная атака на 5 ключевых аэродромов базирования стратегической авиации – это скоординированная атака на стратегический ядерный комплекс. Вовсе это не просто так хихихаха. Сам кошмар военной разведки или военной контрразведки. Всегда о чем беспокоились? Вот есть ракета стратегическая, она выходит на учения, она выходит там, на боевую позицию и так далее. Есть какой-то агент американский, у которого где-то закопана снайперская винтовка. И это идеи 60-х годов, я тебе сейчас рассказываю, 70-х. Он ее просто выкапывает из земли, там, достает из колодца, быстро, как в кино, приводит ее в рабочее состояние. И, может, он лесник, предположим, здесь местный. И где-нибудь в лесу, на лесной дороге, там с дистанции относительно небольшой, там в километрах, ему в эту огромную ракету надо просто попасть. Один раз, можно 2, и достаточно, она больше не взлетит. А если взлетит, то летит совсем не туда, она не боеготовая. От одного выстрела она вот такое хрупкое устройство. Ровно то же самое относится и к самолету. Тяжесть такой задачи. Ты должен агента найти. Да чтобы он в Советском Союзе еще жил рядом с воинской частью. У него там где-то спрятана эта снайперская винтовка. Он должен быть готов всегда к получению сигнала. А этот сигнал еще неизвестно, как придет. Вот способы связи тоже важная такая вещь. Могут не сработать. То есть все это вот очень непросто сложно. Но тем не менее, каждый выход стратегической части, стратегических ракет советских сопровождается одновременным выходом контртеррористических подразделений. Специальные обученные бойцы, которые выискивают диверсантов вокруг, антидиверсионные, вокруг, пока ракеты идут, они везде это прочесывают и ищут людей, которые специально засланы, чтобы эту ракету продырявить. И это в каждой части так должно быть. Вот. Значит, рассматривали не просто так. И тут вдруг оказывается, что автоматически с управлением откуда-то с Украины вообще, через сим-карты местного оператора взлетают вот эти дроны. Это же революция в военном деле. Весь ядерный комплекс ставится под вопрос, в том числе и ракеты, грунтовые подвижные комплексы. Ну, то есть тот же самый Ярс, который вот на этих огромных машинах движется. Все, ну ты будешь двигаться, но живой ты не уйдешь. Все дешевым дроном, который еще вдобавок ко всему можно запускать издалека, вообще с 20 километров. А если будешь его глушить средствами радиоэлектронной борьбы, как выясняется, теперь появились дроны с управлением на оптическо-волоконном кабеле, который тоже очень далеко летает, там 30 километров совершенно спокойно могут долететь. Все по-другому теперь. Но ведь это касается не России. Это касается и Соединенных Штатов, и Китая, и Франции, и Англии. Тут, потому что Англия и Франция базируют, допустим, в том числе частично свое ядерное оружие на самолетах. Вот та самая база Инжерлик в Турции, которой тактические ядерные бомбы там сложены, на нее же тоже можно напасть. В общем, и это Ближний Восток. Это сумасшедшие совершенно люди, которые сегодня думают так, завтра так. Эти отряды моджахедов рассыпаются, заново сливаются в какие-то новые бригады и так далее, не уследишь. И вот в этом регионе находится база с ядерными бомбами. Ты про Инжерлик? Да. Ну, это же Турция. А ты не мерил, сколько от Инжерлика до границы с Сирией. Ну да. Вот так. Поэтому это все для меня вот прям вот новая эпоха. Все. Что сказал Трамп Путину, когда он ему позвонил и стал рассказывать, что нападение на ядерный комплекс? Кто кому позвонил, мы не знаем. Да. Но что сказал? Да. Как бы так получилось, что само собой, сами между собой созвонились, и никто не был первый. Окей. Что сказал ему Трамп Путину? Ответил, что мы не были в курсе, нас не предупредили, мы не знали, что он понимает всю опасность этой ситуации, понимаешь? Если Путин только заподозрит, что это, так сказать, все согласно с Соединенными Штатами, совместная операция, все, пипец, это атака на ракетный ядерный комплекс со всеми
вытекающими Но все-таки, последствиями. наверное, предположить можно, что действительно США не были завешены, потому что это настолько действительно... Я в этом уверен. Я в этом абсолютно уверен. Тут же ситуация какая, Жень? Американцы в 60-е годы использовали стратегические бомбардировщики свои Б-52 для бомбежек Северного Вьетнама. Было сбито всего 48 бомбардировщиков. А во время операции по бомбардировке Ханоя в 1972 году, когда они пытались принудить их на переговорах к выгодной для себя решению, было сбито, если не ошибаюсь, 15 бомбардировщиков за один вылет. Ядерных бомбардировщиков. Не ядерных, в смысле стратегических. То есть, как бы американцы использовали эти огромные самолеты для бомбежек, для применения в конвенциональной войне. Здесь получилось то же самое. То есть, Россия использовала стратегический флот для запуска крылатых ракет и ракет в неядерном оснащении, обычные боеголовки. Да. Стали бомбить Россию. Но Путин, допустим, и начальник генерального штаба, значит, министр обороны, они же не могут ожидать, что вот я запускаю, предположим, ракеты там Х-101 с этого самолета Ту-95 и как бы даю знать украинцам. Но ведь этот самолет неприкосновенный. Это стратегическая авиация. Его нельзя трогать. Он записан в договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений. Значит, он там посчитан, все остальное. Но ничего себе. Нет, конечно, никто не будет вдаваться в такие объяснения. Самолет не является неприкосновенным из-за того, что он записан в договоре о стратегических наступательных вооружениях, потому что его противник использует для обстрела Украины. Все, значит, он имеет точно, так сказать, право его тоже уничтожить. Получилось то же самое, что у американцев. Северо-вьетнамцы сбивали эти самолеты, и никто не считал, что это нападение на стратегический ядерный комплекс. А вот здесь, в России, произошло нечто другое. Это была атака на аэродромы базирования. Не в полете их там где-то сбивали над Ханоем, а прямо на аэродром. А вот это уже очень похоже на сценарий первого неядерного обезоруживающего удара. Вот так. Поэтому... Конечно, все это имеет очень серьезные последствия для военных всего мира, ну, самых крупных держав. И именно, наверное, в том числе поэтому Трамп, когда описывал свой разговор с Путиным, сказал прямо, что да, Владимир Путин предупредил меня, что ответный удар будет. Ну, что поделать? Ну, что поделать, да. Трамп, то есть, как бы его понимает, что, ну, что, Володя, у моего самого такой же флот, он тоже стоит под открытым небом, и тоже так его можно, так сказать, там, такими же коптерами атаковать. Я тебя понимаю. Все, это действительно разговор двух вот как бы людей, вот, у которых страна обладает таким ядерным комплексом. В общем, все непросто. Ну, как видите, выпуск у нас получился посвященным одной теме, потому что действительно важные события очень произошли. Спасибо, что посмотрели. Поставьте лайк этому видео. И подписывайтесь на наш канал в Телеграме, подписывайтесь к нам на Бусти. Да, сегодня были сплошные шпионы, сплошные диверсанты и военные хитрости. Ну, так уже жизнь распорядилась. Я тоже благодарен всем, кто деятельно нас поддерживает на Бусти. Ну и, конечно же, рад, что растет число наших подписчиков. По чуть-чуть, понемногу, но все-таки растет подписчиков нашего канала на YouTube. Поэтому еще раз... Подпишитесь на наш канал. Еще раз я вас прошу, нажмите эту заветную кнопочку, подпишитесь на наш канал. Спасибо вам большое. До свидания.